Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, любимые скорпионы, здравствуйте. Таро расклад. Что откроется, что прояснится в октябре 2024 года. И в течение осени у нас могут быть некоторые метаморфозы. Или ситуации с прошлого возвращаются, нам нужно все расставить по местам. Или люди возвращаются, или мы вынуждены контактировать с теми людьми из прошлого, потому что, есть некоторые гештальты не закрытые вопросы, нам нужно что-то решить. Могут и люди из прошлого возвращаться, и потребуется с чем-то или с кем-то определиться. Такое тоже может быть, поэтому некоторый пересмотр планов в принципе возможен. И давайте мы допустим альтернативные варианты развития событий. Что-то предугадать достаточно сложно, потому что мы могли, к примеру, определиться по какому-то вопросу еще в июле или уже даже концепцию свою отстроили в августе. А в конце августа, в сентябре что-то поменялось, и нам пришлось вносить какие-то коррективы или изучать какое-то дело, потому что появились возможности или необходимость что-то определить или решить окончательно. Так вот, какие-то новые нюансы могут добавиться в октябре. И первая карта наша будет называться так. Что вы, возможно, вычеркнули из жизни, а оно вернется. В чем вы думали, что поставили точку, а вышло многоточие или запятая? Какая правда откроется? И что вам важно знать по этому поводу? Что меняется, как перемены? И что заставляет измениться вас? Совет от высших сил или знаки судьбы? В чем концепция, почему так все происходит? И какие новые возможности для вас открываются? Мы достанем в этой колоде карту «Совет». Как действовать? Что дальше? Итак, что же вы могли вычеркнуть? Оно возвращается. Серьезный аркан правосудия. Тут действительно возвращаются какие-то вопросы, у кого-то связанные, может быть, с судами, может быть, это по части выяснений отношений в плане личной жизни, когда какой-то союз не может быть продолжен, и вы разводитесь, вот такое тоже может быть. Или когда какой-то человек в вашу жизнь возвращается, и даже, кстати, пусть это касается личной жизни. Тут тоже может быть такая ситуация, когда пусть личная, вот как бы любовная история не сложилась, но мы должны установить некоторые добрососедские, взаимопонимающие отношения, насколько это возможно, а то и перевести что-то в дружбу. У кого-то могут быть вопросы, связанные с домом конкретно, потому что 4 составляющих проходят у нас как раз в октябре. Первое – это дом, вот конкретно место вашего проживания. Или у кого-то может пройти, как вы улучшаете свои жилищные условия, может быть, ваш дом делаете более комфортным. У кого-то переезд, и здесь вам нужно согласовать. И вот согласование, когда выпадает карта правосудия, вы что-то должны сделать по закону, что-то наверняка. Такая же концепция, как и дом, деньги. Откуда к вам приходят деньги и откуда они к вам придут потом. И тоже все должно согласовываться с законом. Ваша работа, ваш социум, опять же, тоже все в каком-то контексте, может быть, некоторых положений, регулирующих актов или конкретно законов. И если мы говорим, это может быть личная жизнь, определиться по личной жизни вам приходится и некоторые вопросы пересмотреть, просто даже в пересмотре, может быть, в течение осени, как раз планетарные ретро-транзиты возвращают нам те вопросы, когда мы, как и соглашения, можем пересмотреть, как и брачные контракты можем пересмотреть, и множество каких-то документов. Это действительно судьбоносный момент, потому что выпадает старший аркан. В чем вы думали, что поставили точку, а вышла какая-то запятая или многоточие? Тройка мечей. Есть какая-то грустная история. Она у вас отнюдь не новая, не на октябрь. Это, может быть, произошло, кстати. Или где-то в сентябре, или в августе, или все равно у кого-то она уходит, может быть, в прошлый год,
в позапрошлый год. Какая-то данность, и она присутствует на протяжении последних, может быть, месяцев жизни, не на пустом месте. И вы уже сделали какие-то выводы. По тройке мечей – это карта здорового равнодушия. Мы признаем, как и свои собственные ошибки, но мы идем дальше. Мы пытались, может быть, в какое-то время нашей жизни двигаться в двух направлениях, а как будто нет. Вот нужно в чем-то поставить точку или расставить все по местам. У нас 3 птицы восседают на мечах. Есть и сова, есть и филин, но самое главное – это центральный меч и ворон, символ мудрости. Какие-то вопросы нужно решить мудро. Может быть, вы с чем-то и не будете согласны, но какую-то ситуацию из прошлого вы не просто прояснить, а поставить на рельсы как закона или каких-то положений, правил, регулировок. Может быть, буквально в документах что-то отобразить и тем самым себя защитить. Потому что всегда причина и следствие. И если мы сделали прежде все правильно, то пусть руками других людей, а не тех, кому мы помогали. Нам теперь что-то доброе возвращается. А если мы где-то наследили, придется, значит, самому разбираться по какому-то вопросу. С чем это может быть связано? Давайте проясним. Ну, может быть, это связано и с близкими, иногда королева Пентаклей. И мы не делим, точнее, не разделяем по полу эту карту. Это карта близкого человека. Как раз вопросы дома, денег, близких людей или нашего ближайшего окружения, может быть, и в прошлом, они на первый план выходят. По сути дела, это карта благополучия, это та, которая умеет из хаоса создать порядок. И это касается абсолютно всех. Вот из какой-то неразберихи вам нужно новую концепцию и порядок навести в своей жизни. Тройка чаш, праздник. Праздник, но в каком-то новом контексте. И по части личной жизни я вижу действительно какие-то отношения из прошлого могут заиграть, точнее, новыми красками или более лучшем взаимопонимании друг друга. И что-то может быть продолжено. Есть, безусловно, радость. Поэтому, несмотря на какие-то задачи, которые на первый взгляд могут ставить в тупик, такое не могу отрицать, но у вас что-то получится. Почему? Потому что тройка мечей, тройка чаш, тройка кубков, карта радости в целом. Поэтому вот ваше мудрое решение, мои дорогие, может быть, и было этих 2 решения, а теперь нам возвращают, чтобы поставить что-то в чем-то точку. Найти как выход из какого-то лабиринта. И у вас это получится. И больше радости, больше спокойствия, больше определенности. Или, может быть, и есть какая-то конкретика, которой вам придется адаптироваться по-новому. Может быть, это и условия по-новому. Давайте посмотрим, что еще. Работой у тебя все получится. И по части денег тоже вы можете решить вопросы. Я бы сказала, тут постепенно, шаг за шагом вы что-то решаете, и у вас сильная позиция. Но на какой-то период, промежуток времени вас может некоторые события, новости, информация ставить в тупик. Но у вас, мои дорогие скорпионы, получится однозначно все. Какая правда откроется? Карта сила. Эта карта говорит о вашей силе. Именно в этой колоде уходит страх. Вот какая правда откроется. Значит, решая те или иные вопросы, вы укрепляете свое положение, свое будущее в день сегодняшний и день завтрашний. Что при этом важно знать? У вас сильная позиция, но тут не совсем, когда мы что-то доказываем. Посмотрите солнечные 2 карты, для что важно знать. Вам придется просчитать что-то по финансам, что-то, может быть, перепланировать. Или по принцессе Пентакли это та, которая прилежная ученица. Значит, есть некоторые вопросы, к которым прилежно нужно с вниманием отнестись. Может быть, составить, как я уже говорила, вот все то, что по аркану правосудия, с учетом законов, положений, правил и регулировок, какие-то документы, что-то подвести к итогу, может быть, какие-то и проплаты, кстати. Но это как будто совершенно необходимо, вы более ресурсны. И если прежде какой-то вопрос вы боялись о нем думать, здесь, мои дорогие скорпионы, вы придете к выводу, что зря я переживал или переживала. Да, настойчивость, внимание потребуется, но для меня нет ничего невозможного. Сильная позиция. Чего это может касаться?
И здесь как гонец приносит какое-то письмо, какую-то важную бумагу. Это карта, когда мы набираем темп, или вообще карта скорости, когда приходят какие-то известия, информация, и нам нужно действовать. И есть то, чего мы не можем отложить на потом. И буквально нам показан орел, который в лапах несет сверток, как скруточка, какой-то документ, может быть, как получение какого-то важного документа, потому что в итоге вы как раз подводите к какому-то знаменателю то дело, которое тянется очень долго. Я больше не достаю карт, правда, вы любой вопрос можете закрыть. Перед вами совершенно какое-то новое направление в жизни. Карта мира в душе, безусловно, внутреннего баланса, когда сбываются наши мечты. Но некоторая перезагрузка, она совершенно необходима. Как и словно узнать себя получше. Или на место страхов или каких-то сомнений после тройки мечей должна ее сменить вот эта карта «Сила». Когда все в моей власти, не буду доставать дальше карты, вы узнаете словно себя заново, по крайней мере, в некоторых вопросах. И я могу допустить, что, знаете, что вам возвращается? То, что о чем-то не хотелось думать, к какому-то вопросу не хотелось возвращаться. Что-то могло словно пугать, потому что неизведанное. И вы не знали, с какого боку подойти, подступиться к этому вопросу. А здесь оно в какие-то более стройные кружева у вас выкладывается, выстраивается, и вы понимаете, что я просто методично, шаг за шагом прохожу этот путь, что-то считаю, что-то составляю, какие-то документы. Может быть, вам и придется к юристам, адвокатам обращаться или самому изучать законы, кстати, как мне правильно что-то оформить. Но это шаг за шагом, как и ваши позиции укрепляет, так и на будущее делает вас намного сильнее. Или как какие-то хвосты, мои дорогие, они вот тоже в этот период октября о себе могут напомнить. И это совершенно необходимо, карта мира выпадала, чтобы идти дальше, чтобы ничто нам в будущем из прошлого не прилетело. Тут надо все расставить по местам, что меняется. Восьмерка чаш, когда мы делаем какой-то однозначный выбор, и у нас девушка вроде бы с платочком стоит и смотрит в спину уходящему мужчине. Так она не плачет, кстати. Словно сжимает в кулачки этот платок и думает про себя. Пошел, значит, иди. Окончательное какое-то решение, вот этот мудрый вывод вы определенно делаете. Или если мы говорим в целом о любом вопросе, и мы говорим, что меняется, это ваша концепция жизни, ваше отношение к кому-то или к какому-то вопросу меняется. Первое. И второе, когда из создавшейся ситуации вы, возможно, ищете выход, и вы его обязательно найдете. Как это меняет вас? Вот из периода ожидания, все, что я говорила, мы не знали, как подступиться. Это нескончаемый дождь, называется карта. И девушка наблюдает из окна, ничего не делает. Был какой-то период бездействия, когда вы думали, ну, как-то какой-то вопрос либо сам решится, либо рассосется, либо нивелируется, исчезнет, а нет. Вот теперь есть то, что нужно расставить по местам. В итоге, чего бы это ни касалось, вот как по аркану сила, вы станете сильнее. Давайте немножко проясним. Это нам о чем? Принцесса мечей, прообраз Медузы Горгоны. И, как известно, из мифологии Медуза Горгона была прекрасная дева, которой позавидовала Афина Паллада, богиня-воительница. Она ее возненавидела за ее красоту и за то, что все боги хотели контактов с Медузой. А в итоге еще и бог Посейдон погнался за Медузой в попытках овладеть ею. И бедная девушка, она, пытаясь укрыться от Посейдона и в надежде на благородство одного и второго, имеется в виду еще и Афины Паллады, она укрывается в ее храме. И все происходит совершенно наоборот. Посейдон ворвался, овладел, а Афина на нее окончательно обозлилась. И вот это, знаете, страсть ненависти, гнев, зависть побудила какие-то жесткие желания, самые черные. И она превращает прекрасную белокурую красавицу в ужасное чудовище.
О чем нам говорят? О наивности и доверчивости. Вот, может быть, была наивность, что мы думали, что вопрос какой-то как-то сам решится. Может быть, это было связано с людьми, которые нам тоже что-то обещали, как помощь, поддержку. Или нас уговаривали, не, вот тебе за это ничего не будет. Или этот вопрос ты уже закрыл. Или в отношении тебя какой-то закон работает определенным образом, а тут раз и разворачивается каким-то другим образом. Или в этом законе есть подзаконный акт, о котором никто не знал. И вот есть какая-то реальность, и теперь мы более прозорливы и внимательны. Смотрит наша принцесса мечей в подзорную трубу. Эта карта одновременно говорит об интуиции вашей, предвидеть на пару шагов вперед, чтобы не попасть уже в просак. О самосохранении, мои дорогие. И опять выпадает восьмерка пентаклей, одна из лучших карт колоды на деньги, на работу. Поэтому по части денег, по части заработков, по части работы прогресс определенно есть. Верховная жрица заставляет о себе много не рассказывать, какие-то вопросы держать в тайне, не предвосхищать. Может быть, и есть то, что вы пытаетесь скрывать. Но это может еще карта говорить, что вы как раз и узнаете какую-то правду. И даже если она нам не нравится, нам нужно ее принять, не уходить от нее, не закапывать ее словно глубже, а вынести на поверхность и расставить на этой поверхности все по местам. И тогда будет вот этот самый праздник. Мне нечего добавить. Хорошо, идем дальше. Подсказки высших сил или знаки судьбы. Колесо фортуны. Старший аркан. И колесо фортуны, и, кстати, эта колода называется «Времена года». И колесо нам как будто изображено и зима, и весна, и лето, и осень. Колесо, как известно, оно сначала идет вверх и нас возносит, и мы в себе уверены. Нам кажется, что ну так вот будет всегда. Но вот этот маховик судьбы потом идет вниз неизбежно. Во всем бывают паузы. И в этот период мы должны укреплять свои позиции. В тот период, когда нет какого-то выраженного прогресса, это мы должны сохранять собственную победу. Поэтому какая-то цикличность в вашей жизни вам напоминает о том, что вы должны себя как и сохранять, так и использовать какие-то возможности в тот период, когда они есть. Давайте мы узнаем, какие же возможности открываются. А вот правда, не случайно аркан правосудия и страшный суд. С чего началось, тем и заканчивается. Это дорога к свету. Перед вами совершенно новые задачи и новые возможности. Но принять во внимание, что вот этот штурвал судьбы вам придется держать очень прочно в своих руках. И оба старших аркана. Много подсказок. Может быть, вы проанализируете и скажете, а ведь правда. Подсказки были прежде, но я не придал значения. Или я не подумала, что это может быть серьезно. Вот есть какая-то как мелочь или какой-то штрих, который мог предвещать, что мы какие-то вопросы не закрыли, но в свое время мы не придали этому значения, и вот теперь это возвращается. Но чего бы это ни касалось, ваша сила, какой-то прогресс, безусловно. Принцесса Пентакли – это всегда прогресс. И по карте суд, вот как к свету вы идете, закрываете, вот, видимо, какие-то вопросы очень судьбоносные вы должны завершить, потому что уже будущее у вас на пороге. Вам вот как порог какой-то надо просто перешагнуть, мои дорогие скорпионы. И те ситуации или люди, которые вернутся, это и есть знаки судьбы. Что ты, скорпион, с чем-то разберись. От чего-то ты откажешься. Но есть то, что будет продолжено. И это тоже должно быть как-то упорядочено, организовано или адаптировано к какой-то внешней среде ситуации. Я достану поясняющую карту. Безусловно, какая-то личная жизнь, она может быть в новом контексте, но она может быть продолжена, мои дорогие. Королева чаш. Кроме того, это все же ваша карта. И если мы говорим чаши, это кубки, стихия вода. Может быть, и есть человек. Может быть, и человек, кстати, как и вы, рожден под знаком стихии воды. И есть какие-то контакты, но это карта любящего человека и личной жизни. Значит, личная жизнь не на последнем месте. И вот смотрите,
есть какие-то вопросы, которые, четверка пентаклей выпадает, которые были решены, нам казалось, это всегда. Но со временем мы приходим к выводу, что это сплошная осень, это какое-то увядание, но нет расцвета. Вроде бы есть деньги, но они никого не радуют. Есть какие-то возможности, это называется карта скряги, но нет ни драйва, нет ни вдохновения. Что-то есть, но от этого может быть уже как будто тошно. Вот правда. Давайте я достану еще одну карту, что это может означать конкретно. Да, это есть вот все то, что я говорила по принцессе мечей, с чем вы должны разобраться. Кому доверять, а кому нет. Кто ваш человек буквально, а кто пришел на время для того, чтобы вы как-то взаимодействовали, решили ряд вопросов. Что может быть продолжено на долгий срок, а что быть должно завершено. Безусловно, самосохранение – это и есть карта силы тоже. Может быть, есть какой-то конфликт, буквально, который вам нужно нейтрализовать, уладить и далее не взрастить где-то недругов или тех недоброжелателей, которые за кулисами, которые мы не видим. Поэтому где-то карта говорит, что да, с чем-то мы можем и проститься, но вы можете и отказаться от какого-то конфликта. Потому что поймете, что сама по себе энергетика настойчивости, но она никак не помогает. Тут лучше или быстрее договориться, нежели устраивать какую-то конфронтацию. Но если то, что вы проститесь, неизбежно карта суд. Она говорит о том, что мы закрываем в прошлое дверь. И оно уже в каком-то контексте не имеет для нас большого значения. Давайте совет. Карта внутренних страхов. И мы говорили с вами о страхах. У вас сильная позиция, когда эти страхи уходят. И как раз у вас будут те вопросы, которыми вы не могли подступиться. Или из-за внутреннего какого-то чувства сомнений. Или когда была 1000 неопределенностей. То вот здесь вы идете, мои дорогие, к счастью, но планируете уже свою жизнь совершенно по-другому. И закрываете те вопросы, которые вашу силу увеличат многократно. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.